Скрытые знания древних традиций. На протяжении всей истории человечества всегда стремилось раскрыть тайны бытия. Во многих древних традициях тайные знания были основой духовного развития. Эти знания, часто скрытые от широкой публики, охранялись мудрецами, мистиками и посвященными, которые понимали тонкую грань между физическим и духовным мирами. В течение веков гонений эти учения не могли быть переданы открыто, поэтому их скрывали в рассказах, притчах и священных текстах. Эти тексты пережили время, содержащее несколько уровней мудрости, которые не видны на первый взгляд. Только те, кто обладает проницательностью и осознанностью, могут постичь скрытые истины внутри них. Одно из самых глубоких откровений, скрытых во многих духовных учениях, заключается в том, что истинный храм Бога — это не внешняя постройка, а то, что находится внутри каждого человека. Мощный библейский намек на эту истину содержится в фразе «Христос в вас», которая предполагает, что божественное присутствие не нужно искать снаружи, оно уже находится внутри нас самих. Это учение бросает вызов традиционному пониманию, где следует искать связь с божественным, и предполагает, что наше тело само по себе является священным сосудом для духовного пробуждения. Сегодня мы исследуем древний секрет, который пронизывает многие духовные традиции мира, активацию шишковидной железы, также известную как пробуждение сознания Христа. Эта концепция уходит корнями в мудрость ранних культур, каждая из которых описывала этот процесс по-своему. Одни называли это третьим глазом, другие — глазом гора или престолом души. В современных терминах мы понимаем это как шишковидную железу, небольшой орган в форме шишки, расположенный в центре мозга. Ее связывают с духовным пробуждением, усиленным восприятием и более глубокой связью с Вселенной. Сознание Христа выходит за рамки религиозных убеждений. Оно представляет собой осознание божественного потенциала внутри каждого человека, пробуждение высшего аспекта «я». Этот процесс часто описывают как внутреннюю алхимию, трансформацию, где физические и духовные энергии тела объединяются, чтобы возвысить сознание. В центре этого процесса лежит активация Христова елея, священной жидкости в мозге, которая играет важную роль в духовном просветлении. Мозг содержит область, известную как клострум, тонкий слой нейронов, расположенный глубоко внутри полушарий мозга. Из этой центральной области выделяется жизненно важная жидкость, известная как спинномозговая жидкость. Во многих древних текстах эту жидкость называли «Христос», что означает «помазанник». Эта священная жидкость спускается по спинному мозгу, проходя через различные энергетические центры, также известные как чакры, пока не достигнет крестца, треугольной кости у основания позвоночника. Когда эта священная жидкость опускается вниз, она накапливает энергию и в конечном итоге начинает свой путь обратно вверх, символизируя воскресение божественной сущности внутри. Этот путь отражает процесс духовного пробуждения, когда человек переходит от материального сознания к духовной трансценденции. Когда эта энергия возвращается в мозг, она активирует шишковидную железу, которую часто называют престолом просветления или вратами к высшему сознанию. Человеческое тело, со всей его сложностью, отражает саму Вселенную. Священное путешествие спинномозговой жидкости напоминает нам о том, что истинный путь к божественному — это не внешнее паломничество, а внутреннее. Древние учения говорят нам, что в каждом из нас заложен потенциал для пробуждения, путь, который может пройти только тот, кто готов исследовать глубины собственного сознания.
The hidden knowledge of ancient traditions. Throughout human history, humanity has always sought to uncover the mysteries of existence. In many ancient traditions, secret knowledge formed the foundation of spiritual development. This wisdom, often hidden from the general public, was guarded by sages, mystics, and initiates who understood the delicate boundary between the physical and spiritual worlds. For centuries, due to persecution, these teachings could not be passed on openly. Instead, they were concealed in stories, parables, and sacred texts. These writings have withstood the test of time, containing multiple layers of wisdom that are not visible at first glance. Only those with insight and awareness can grasp the hidden truths within them. One of the most profound revelations hidden in many spiritual teachings is the idea that the true temple of God is not an external structure, but something found within every human being. A powerful biblical hint of this truth lies in the phrase "Christ in you," which implies that the divine presence is not something to be sought outside, but already resides within us. This teaching challenges traditional views of where to seek connection with the divine and suggests that our body itself is a sacred vessel for spiritual awakening. Today, we explore an ancient secret that runs through many of the world's spiritual traditions: the activation of the pineal gland, also known as the awakening of Christ consciousness. This concept is rooted in the wisdom of early cultures, each of which described this process in their own way. Some called it the third eye, others referred to it as the Eye of Horus or the throne of the soul. In modern terms, we understand it as the pineal gland, a small, pine-cone-shaped organ located in the center of the brain. It is associated with spiritual awakening, heightened perception, and a deeper connection to the universe. Christ consciousness transcends religious beliefs. It represents an awareness of the divine potential within each person, an awakening of the higher aspect of the self. This process is often described as inner alchemy, a transformation where the physical and spiritual energies of the body unite to elevate consciousness. At the core of this process is the activation of the Christos oil, a sacred fluid in the brain that plays a vital role in spiritual enlightenment. The brain contains a region known as the claustrum, a thin layer of neurons located deep within the brain's hemispheres. From this central area, a vital fluid is secreted, known as cerebrospinal fluid. In many ancient texts, this fluid was referred to as Christ, meaning the Anointed One. This sacred fluid descends down the spinal column, passing through various energy centers, also known as chakras, until it reaches the sacrum, the triangular bone at the base of the spine. As this sacred fluid descends, it accumulates energy and eventually begins its journey back upward, symbolizing the resurrection of the divine essence within. This path mirrors the process of spiritual awakening, where a person shifts from material consciousness to spiritual transcendence. When this energy returns to the brain, it activates the pineal gland, often referred to as the seat of enlightenment or the gateway to higher consciousness. The human body, in all its complexity, mirrors the universe itself. The sacred journey of the cerebrospinal fluid reminds us that the true path to the divine is not an external pilgrimage, but an inner one. Ancient teachings tell us that within each of us lies the potential for awakening, a path that can only be walked by those who are ready to explore the depths of their own consciousness.